Здравствуйте, добро пожаловать на канал Safe Life. Сегодняшняя история приключилась с маленькой девочкой Беллой и ее родителями из Англии. Папа Ли и мама Франческа были счастливой семьей, которые безумно любили друг друга. У них уже был сын, и они были очень рады, когда узнали, что в их семье будет пополнение. Когда маленькая Белла появилась на свет, Ли и Франческа были уверены, они самая счастливая семья на свете. Франческа считала себя женщиной, которой невероятно сильно везет в жизни. У нее заботливый супруг, любящий ее и их детей. 4-летний сын Бобби через пару лет отправится в школу. Уже сейчас он проявляет себя как умный и хорошо развитый мальчик, а маленькая Белла наверняка вырастет и станет настоящей красоткой. Но, как это часто бывает в жизни, белая полоса порой прерывается, уступая дорогу черной полосе. В тот момент, когда Белле исполнилось 14 месяцев, с ней начали происходить странности. Она плохо себя чувствовала, сильно и страшно кашляла, у нее начали выпадать волосы. По утрам мать собирала целые клочья волос маленькой девочки около детской кроватки. Врачи заподозрили астму, и девочке прописали ингалятор. Со временем вроде бы все устаканилось. Летом семья поехала отдыхать в Испанию. Солнце, море, песок. На отдыхе все проходило хорошо, но до поры до времени. У Беллы случился приступ, ей стало очень плохо. Счастливой семье пришлось вернуться в Великобританию, чтобы положить дочку в больницу и узнать ответы на все интересующие их вопросы. Уже в больнице им сообщили страшную новость. У Беллы была обнаружена митохондриальная болезнь. Это ужасное заболевание, которое убивает клетки в организме и приводит к отказу органов. Болезнь постоянно развивается и прогрессирует, девочку уже было сложно спасти. От такого заболевания нет лекарств, сообщил им доктор. К этому моменту девочка находилась в критическом состоянии на искусственной вентиляции легких. Родители целуют родную дочь на прощание в больнице, а через 30 минут из палаты слышат крик. Родители целуют родную дочь на прощание в больнице, а через 30 минут из палаты слышат крик Кари. Доктора сообщили родителям, что данная болезнь встречается очень редко и встречается у одного из 60 тысяч новорожденных. Давным-давно у них уже был ребенок с подобным заболеванием. Проблема заключалась в недостаточности биотинидазы, поэтому они решили давать маленькой Белле биотин, или, проще говоря, витамин N. Врачи долгое время сражались за жизнь Беллы. В какой-то момент девочка уже была на грани жизни и смерти. Спасти ее было невозможно. Врачи решили, что пришло время отключить девочку от искусственной вентиляции легких. Они сообщили родителям, что 21 июля станет для нее последним днем в жизни. Ли и Франческа собрались в палате своей дочери вместе с ее 5-летним братом Бобом и решили сфотографироваться в последний раз. На этом фото Франческа с мужем поцеловали дочку на прощание. Они остались в палате и не могли проститься со своей малышкой. Это было невероятно тяжело. Но спустя 30 минут произошло невероятное, и из палаты раздался детский крик. Как рассказала сама Франческа в интервью о этом моменте, я целовала ее в лоб, чувствовала, как ее рука медленно начинает падать вниз, но вдруг она резко сжала мой палец и начала двигаться самостоятельно. Врачи, услышав сигнал и крик родителей, быстро забежали в палату. Белла двигалась, ерзала и кричала. Врачи сразу все поняли. Они сказали родителям лучшую фразу, которую они могли бы услышать на тот момент. Кислород он в норме. Кислород приближается к норме. Все были в радостном шоке. Раньше врачи говорили, что она точно умрет, но теперь они думали иначе. Они яростно пытались спасти малышку. 20 минут они боролись за жизнь моей девочки. Я сидел рядом и держал ее за руку. Она не хотела меня отпускать. Она бы никогда не отпустила меня, сказал папа Ли. Прошло уже много времени, и теперь родители Беллы вспоминают то время, как страшный сон. Девочка растет, радуется жизни, она счастлива, теперь она и вовсе гордо может называть себя заново родившейся. Чтобы держать свое здоровье в норме, ей нужно каждый день принимать таблетки. Но это пустяки. Главное, что Белла жива и наслаждается жизнью. Их семья рада, что судьба подарила им второй шанс. Однозначно, наконец-таки теперь уже черная полоса уступила дорогу белой. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.